Привет, друзья! Сегодня проверим блюдо из ТикТока. По рассказу автора делалось все легко и просто, а по виду получилось все просто, как будто бы блюдо само из ресторана. Но есть одно но. Досмотрите до конца и все узнаете. Ну и для начала берем куриное филе, разрезаем его вдоль вот так вот пополам, но не полностью разрезаем, а так сказать оставляем, чтобы две половинки получились как будто бы одно целое. Накрываем пищевой пленкой, берем молоток для отбивных и хорошо отбиваем так, чтобы мясо увеличилось немного по площади. После того, как вы отбили куриное мясо, нам понадобится бекон. Укладываем полоску бекона вот таким вот образом на куриное отбитое мясо. И само куриное мясо отрезаем ножом вдоль полоски. Затем полоску бекона вместе с полоской мяса нужно постараться свернуть. Сворачивайте их как можно плотнее. Затем берем нож и каждую свернутую полоску разрезаем вот так вот пополам. Все разрезанные кружки будем складывать вот таким вот образом в ряд, так чтобы в ряду получилось по 3 кружка. Затем, друзья, берем обыкновенные шпажки и на одну шпажку нужно будет надеть 3 вот таких вот кружка. И у вас должен получиться мини-шашлык. И таким вот образом делаем полностью все заготовки, которые вы для себя приготовили. Из одной половинки куриного филе у меня получается 2 вот таких вот шашлыка. Поскольку мы делаем необычный шашлык, для него нужно сделать необычный маринад. В пиалку добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку орегано, 1 чайную ложку сладкой паприки и 2 зубчика чеснока, которые нужно будет пропустить через чеснокодавку. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. Далее, друзья, берем кисточку и все шашлычки со всех сторон нужно хорошо обмазать вот этим маринадом. После того, как вы все хорошо обмазали, дадим нашим шашлычкам настояться примерно минут 15, чтобы они немного впитали в себя маринад. Далее отправляем шашлычки поочередно на сковородку без добавления подсолнечного масла и обжариваем шашлыки с 4 сторон до готовности. Так было сказано в оригинальном рецепте из TikTok. После обжарки получается все красиво, действительно блюдо ресторанной подачи. Но, как всегда, есть одно но. После обжарки внутри оно все осталось сырым. Поэтому полностью все шашлычки я уложил на противень и отправил в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Про это в ТикТоке сказано не было. После духовки, пока шашлычки еще теплые, посыпаем их мелко нарезанным луком. Лук придаст свой вкус и свой аромат. И в действительности блюдо получается очень необычным, шикарным, очень вкусным и сочным, но с небольшой доработкой. Что случилось, почему после обжарки блюдо у меня не получилось, осталось оно внутри сырым, я не понимаю. Либо в ТикТоке что-то недорассказали, либо что-то я не сделал. Но я старался сделать все точно так же, как все показывали в том минутном ролике. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Как вы видите, блюдо получилось необычным, сочным и очень вкусным, но с небольшой доработкой. Делать или не делать такое блюдо решать вам, но если будете делать, делайте обязательно с этой доработкой, отправьте их в духовку. Думаю, что вам очень оно понравится. Ну а если вам понравился мой ролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.